Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео буду делать коррекцию выкладного френча, а также познакомлю вас с новым материалом, который появился у меня на полках. Это материалы от торговой марки Nails Molecula. В линейке этого бренда имеется очень много разных материалов. Гель-лаки, гели, полигели, краски и еще много разных материалов для декорирования ногтей. Производство этих материалов находится в Германии. Я уже немного успела поработать с этой продукцией и хочу поделиться с вами впечатлениями. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Сегодня буду делать коррекцию на вот этих ручках. Если помните, в прошлый раз мы делали частичную коррекцию, я не снимала полностью весь материал, а просто вырезала линию улыбки из старого материала. Как видите, материал относился хорошо, отслоек почти нет, только на одном пальчике совсем чуть-чуть. Сегодня рисковать не стану, буду снимать полностью материал, потому что уже прошло в целом 8 недель, и мне нужно все-таки посмотреть, что там внутри под материалом, там тоже могут быть отслойки. Для снятия твердых материалов использую вот такую золотую твердосплавную фрезу. Скорость вращения насадки 35 тысяч оборотов. Аппарат включен на форвард. Для того, чтобы мне было легче удалить птериги с помощью фрезы, я сейчас пушером отодвигаю кутикулу. Для удаления птериги я использую фрезу пламя с острым носиком. Диаметр фрезы 2,3 мм. Скорость вращения насадки примерно 17 тысяч оборотов. Сначала убираю птериги с одной стороны, затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю птериги с другой стороны. Сегодня мы решили изменить форму ногтей, поэтому пилкой Stock Grid сужаю свободный край, затем этой же пилкой прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Делаю это для того, чтобы слегка разрыхлить ногтевую пластину, чтобы немного приподнялись чешуйки для лучшей сцепки натурального ногтя с твердым материалом. Изначально наношу Nail Prep для того, чтобы извлечь лишнюю влагу из ногтевой пластины. После того, как дегидратор полностью испарился, наношу праймер. В линейке этой торговой марки имеется как кислотный, так и бескислотный праймер. Я чаще всего в своей работе использую Ultra Bond бескислотный праймер. Также у меня есть две прозрачных базы, одна универсальная, более жидкая, вторая каучуковая, более густая. Для этих ногтей буду использовать более густую базу. Тонким слоем втираю в ногтевую пластину. Для выкладки ложа буду использовать полигель. В линейке этой марки есть 4 оттенка акрилатика. Впервые, когда открыла тюбик с материалом, я увидела, что в нем нет больших крупинок, которые присутствуют в аналогичных материалах. Для нашего ложа мы выбрали оттенок номер 4. Как нам показалось, он лучше всего подходит к рукам клиентки. Этот акрилатик жидкой консистенции, поэтому для работы с ним я буду использовать апельсиновую палочку. И только для того, чтобы выгладить бортик, использую кисть. Материал отлично самовыравнивается. С первого раза мне не удалось выкласть нужную мне высоту ногтевого ложа, ведь я взяла маленькую каплю материала. Поэтому я подсушила немного первый слой, затем добавила еще сверху нужное количество мне материала. Когда материал полностью заполимеризовался в лампе, вытираю липкий слой и приступаю к выпилу линии улыбки. Изначально использую тонкую керамическую фрезу для того, чтобы подрезать линию улыбки, а затем для того, чтобы придать четкости бортику,
Использую пилку 100 грит. Чтобы френч был контрастным, использую черный гель-лак. Им я подвожу линию улыбки. Ну а теперь приступаю к самому декоративному френчу. Для свободного края я буду использовать прозрачный гель. Но для того, чтобы мне затонировать зону возле бортика, я беру прозрачный гель и к нему домешиваю совсем немного черного гель-лака. На этот замес креплю серебряные хлопья юки. Подсушив первый слой, наношу большую каплю прозрачного геля на свободный край. А чтобы свободный край получился очень блестящим, буду использовать вот такой декор. Набираю эти блесточки на кисть и втаптываю их в прозрачный гель. Подсушив материал в лампе, перекрываю все прозрачным гелем еще один раз. После полной полимеризации я вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь из-под смоделированного. Пилкой Stock Grid делаю завершающий опил. Surprised, but I know I'm not over you. Keep missing our fights. Think I'm losing my mind, but I guess that's what love do. Бафом шлифую поверхность. Ножницами срезаю кутикулу. Маленьким алмазным шариком зашлифовываю срез. Теперь пришло время перекрывать ногти топом. Использую топ без липкости. С первого мазка я уже увидела, что на ногтевом ложе не видно ни одной крупинки, и это не может не радовать. Заполимеризованный полигель выглядит как гель. Вот такой результат у нас сегодня получился. Мы укоротили длину, сменили форму и, конечно, изменили цвет свободного края. Пишите в комментариях, понравилось ли вам такое решение, нравится ли вам такой дизайн. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.
want you tired.